Хотите сделать ванну мечты? Или ваша ванна просто нуждается в ремонте, и вы хотите освежить ее и добавить деталей? Тогда это видео идеально подходит вам. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Всем привет! Добро пожаловать в студию дизайна Лэш. Я рад видеть вас здесь. Сегодня видео об интересных идеях для ванной комнаты. Если вы здесь впервые и вы любите дизайн, то обязательно нужно подписаться, чтобы присоединиться к нашему сообществу дизайнеров. Еще я хочу напомнить вам включить колокольчик в уведомлении, чтобы не пропустить мои следующие видео, потому что они будут очень интересными. Выбирая отделочные материалы для своей ванной комнаты, помните главное правило. Они должны соответствовать единому художественному и стилистическому направлению всего интерьера квартиры, а не быть обособленной комнатой, как будто это шоу-рум в магазине. Так, например, если вы делаете квартиру в скандинавском стиле, то ошибочно будет выбирать роскошную отделку, имитирующую мрамор или оникс. Гораздо более уместно в этом случае выбрать керамогранит с имитацией травертина или песчаника, то есть выбрать что-то более сдержанное. Старайтесь выбирать однотонный керамогранит для всей площади ванной. Но все же, если хочется как-то разбавить, то лучше использовать плитку из одной коллекции. Консультанты в магазине могут вам показать каталог с различными сочетаниями плитки, которую вы выбрали. Также очень важно обратить внимание на размер плитки. Чем больше, тем лучше. Крупноформатный керамогранит всегда будет выглядеть стильно и интересно. Только уточните, с каким форматом работал ваш плиточник, потому что здесь очень важен опыт и квалификация. Приступая к проектированию ванной комнаты, очень важно позаботиться о том, как будет организовано хранение, чтобы все эти баночки, тюбики и бутылочки не испортили ваш интерьер. Одним из самых эффективных решений на этот счет является огромный, встроенный в стену зеркальный шкаф. Такое решение с легкостью закрывает вопрос с хранением фена, спонжев, ватных палочек, баночек и тюбиков, которых, как правило, очень много, и они портят дизайн. Очень важный момент, о котором вы должны также задуматься заранее, это то, как вы будете его открывать. Открывание пуш здесь не очень подходит, так как, нажимая мокрыми руками на зеркало, вы будете постоянно оставлять на нем следы. Можно сделать ручки профиля или сделать фасады слегка выступающими от стены на 10-20 мм и сделать немного ниже их основной конструкции. Тогда можно будет открывать фасад, не трогая зеркало. А в образовавшуюся нишу вы сможете заложить диодную подсветку. Это сделает вашу ванну более интересной. Также такое решение позволит вам избавиться от громоздкой тумбы для раковины с выдвижными ящиками и установить отдельно стоящую раковину, более изящную и интересную. Также нам нужно, чтобы шампуни и гели, которыми мы пользуемся каждый день, были всегда под рукой. И брать их с собой в душ, а потом вытирать их полотенцем и убирать в шкаф – это не очень удобно. Поэтому в зоне душевой обязательно предусмотрите полки. Мне очень нравятся вот эти. Ссылка на них будет внизу в описании. Освещение должно иметь разные сценарии. Как правило, для ванной комнаты достаточно всего два сценария – основное и расслабляющее освещение. Если с первым все понятно, должно быть просто светло и ярко, то со вторым вам надо будет подумать более тщательно. Можно сделать подсветку в декоративных нишах, под подиумом душевой кабины или ванны. Также это могут быть маломощные точечные светильники, которые выделяют что-то акцентно в интерьере. То есть вам нужно создать освещение, которого было бы достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно, и в то же самое время позволило бы вам расслабиться, а вашим глазам отдохнуть.
Отказываемся от комбинации унитаз-биде. Вместо биде можно использовать гигиенический душ, либо унитаз, совмещенный с функцией биде. Это позволит вам сэкономить место и использовать его, например, для хранения. Также избавляемся от громоздкой душевой кабины. Помимо того, что все они без исключения выглядят ужасно, так еще и да просто они выглядят ужасно, и мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы от нее отказаться. Вместо душевой кабины делаем подиум и огораживаем его стеклянными шторками. Я знаю, что сейчас очень многие наши зрители негодуют, мол, так нельзя, это запрещено по законодательству. Но успокойтесь. Во-первых, в некоторых случаях так можно делать. Например, если речь идет о частном доме, или если вы живете на первом этаже и под вами подвал. Ну или вам все равно, и вы хотите, чтобы главное было красиво. А во-вторых, есть прекрасные поддоны, которые также можно установить отдельно. А также такой поддон можно изготовить на заказ из литьевого мрамора, если речь идет, например, о нестандартных размерах вашей душевой. Еще такой прием позволит сделать стеклянные шторки в более изящном профиле, чем предлагает поставщик душевых кабин. А если задуматься об этом на более раннем этапе ремонта, еще до плитки, то такой профиль можно сделать скрытым и добиться еще более приятного эстетического визуального эффекта. По возможности выбирайте встроенные. Во-первых, это более технологичное и современное решение по сравнению с обычными. А во-вторых, с ними меньше проблем, когда приходит время генеральной уборки. Ведь это так сложно начищать все эти хромированные трубки. Вместо полотенцесушителя можно использовать теплый пол. Да, вы не ослышались, именно так. Смысл состоит в том, что теплый пол устанавливается на свободном участке стены, там, где планируются крючки для полотенец. Такую технологию также можно применять и с зеркалом в ванной комнате. В итоге вы получите незапотевающее зеркало. Если вы не хотите, чтобы электробритва или зубная щетка всегда находились на виду, а были на своем месте, то установите розетки для них в зеркальных шкафчиках, о которых мы говорили выше. То же самое можно проделать и с феном. Главное помнить о том, что если вы не хотите его отключать из розетки, то лучше будет приобрести профессиональный фен, такой как в парикмахерской или фитнес-клубе. А дешевый фен может попросту сгореть, даже просто будучи воткнутым в розетку. В ванной комнате, как правило, если речь идет о городской квартире, делается вся сантехническая разводка. Здесь устанавливают коллекторные группы, фильтры, счетчики. Ко всему этому нужен доступ, чтобы обслуживать и снимать показания. Для обеспечения доступа обязательно нужен люк или дверь. Можно установить люк-невидимку или заказать шкафчик по вашим размерам. Кстати, если вы хотите заглядывать в ревизионный люк как можно меньше, вы можете установить специальную систему, которая будет присылать вам показания со счетчиков воды прямо на телефон. Также обязательно позаботьтесь об установке датчиков протечки. Когда такой датчик намокает, он сразу же перекрывает воду во всей квартире, и вода перестает течь, пока проблема не будет устранена, или пока датчик не высохнет. Поэтому их желательно установить везде, откуда в теории может пойти вода. Или можно сделать пол в ванной с небольшим занижением относительно уровня пола во всей квартире в 5-7 мм. Этого будет достаточно для того, чтобы датчик сработал до того, как вода пойдет в коридор. Такое решение позволит вам обойтись всего одним датчиком на помещение. Многие наши клиенты просят установить им водонагреватель, литров так на 80, чтобы можно было помыться, когда отключат воду. Мы не ставим такие водонагреватели, потому что они огромные и портят весь дизайн.
Вместо них мы предлагаем нашим клиентам установить проточный водонагреватель. На 2 недели в году, когда отключают воду, его вполне достаточно для того, чтобы помыть посуду и принять душ. Главное не экономить на качестве изделия, чтобы не менять его после 2-3 раз эксплуатации. Какая идея понравилась вам больше всего? И что бы вы использовали в своей ванной? Какие у вас есть еще полезные советы для ремонта ванной? Обязательно напишите в комментариях, потому что это будет полезно не только мне, но и всему нашему сообществу. Подписывайтесь и увидимся через неделю.